Привет всем! В этом подкасте мы с вами поговорим о моей родине, о Чувашии. Я решила выбрать эту тему, потому что каждый раз, когда мои ученики, иностранцы, спрашивают меня, откуда я, из какого города в России, и я им отвечаю из Новочебоксарска, это, естественно, вводит их в ступор. Мы привыкли к тому, что когда мы говорим о России, мы имеем в виду Москву, Санкт-Петербург, может быть, Казань, Сочи и, конечно же, Владивосток. Но это не вся Россия. Мало кто знает, но в России проживает более 190 народов, и многие из них коренные. Мой народ называется чуваши. Мы живем в Чувашии, или по-другому в Чувашской республике. Столица Чувашии – город Чебоксары. Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары. Мой народ, как и многие другие народы России, имеет свой собственный язык, который называется чувашский язык. Он относится к тюркской языковой семье. Он отличается от русского, но в то же время имеет несколько заимствованных русских слов. К сожалению, если вы не знаете чувашский язык, то заимствованные русские слова вам не помогут понять чувашскую речь. Алфавит чувашского языка выглядит очень интересно. В нем используется кириллица. Но также есть и дополнительные буквы, которые похожи на буквы русского алфавита с добавлением некоторых элементов. У чувашского народа, естественно, как и у многих других народов России, есть своя традиционная кухня. В блюдах чувашской кухни основными продуктами являются овощи, мясо и крупы. А основные блюда – это супы, мучные и молочные изделия, а также различные напитки, такие как медовуха, медовое пиво, медовая брашка, березовый сок, айран и простокваша. Еще один интересный факт о чувашах. У нас есть своя традиционная одежда, которая сейчас, к сожалению, используется в основном в шоу и представлениях. Один из самых интересных и необычных элементов чувашской одежды – это женский головной убор, который называется тухья. Он украшен бисером и серебряными монетами. Его вес мог достигать 5-7 килограммов. Основные же цвета чувашской одежды – это белый и красный. Ну и, конечно же, у нас есть свой флаг и гимн. Как вы можете видеть, в центре флага нарисовано дерево. Но это не простое дерево, это древо жизни. А над ним нарисованы 3 солнца. Дайте знать, если бы вам хотелось знать больше о значении нашего флага. Ну, а на этом все. Мне, в свою очередь, хотелось бы узнать о ваших странах и о народах, которые проживают там. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока!